Вы знаете, несколько лет назад Бог начал говорить мне о культуре почтения. И я начал слышать о культуре почтения. Я начал культивировать в своей жизни культуру почтения. Я понял одну вещь, читая Писание, что культура почтения – это культура Божьего Царства. Я не могу сейчас вам преподавать или учить о культуре почтения, у меня есть проповедь, учение. Но, друзья, вот что я скажу вам. Культура почтения открывает небеса и позволяет небесам проявляться здесь на земле. И это очень правда. И это действительно так. И, знаете, я хотел бы сегодня почтить людей, которые являются виновником того, что происходит в бывшем Советском Союзе. Несколько лет назад Дэвид Руйс, на него сошел Дух Святой, и он говорил, что вы еще ничего не видели, и что будет растение, которое даст семена, и Бог просто развеет эти растения, эти семена, и они будут давать плод. И я скажу вам, это пророчество фактически, оно исполнилось также в Украине сегодня. Пастор Джон, вы стали катализатором того, что происходит сегодня в этих стенах и за этими стенами в Украине и в России. И я понимаю, что это также происходит по всему миру. По всему миру. Я знаю, что Дэн и Гвен Слейд были послушны призванию Божьему, потому что на их сердце было такое миссионерское такое понимание, что они поедут во Францию, будут кушать круассаны и смотреть на Эйфелеву башню и раздавать очень мило трактаты французам и говорить, что Иисус их любит. Но у Бога был другой план для Дэна и Гвен. Он призвал их в Украину. И они были послушны. Слава Богу за ваше послушание, Дэн. Слава Богу за ваше послушание. И особенно Гвен. Особенно Гвен. Друзья, знаете, когда я в первый раз попал в Торонто и увидел быт вообще западного человека, и я подумал, 12 лет в Украине, которая не такая, как сегодня. Поймите, когда не освещенные улицы, они снимали дом, где не было воды. Для того, чтобы постираться, нужно было сначала набрать воду из колодца. Потом была помпа, потом был насос, который периодически ломался. И поэтому нужно было набирать для того, чтобы постирать, помыться, то есть и все такое. Западный человек, это для нас с вами нормально в ванночке. Уже нет, да? Но я говорю, что поймите, друзья, на самом деле это нонсенс. Это нужно быть настолько безумным Христа ради, чтобы оставить благо цивилизации и приехать в страну третьего мира, чтобы нести огонь. Велика награда ваша, Дэн. Велика награда. Друзья, сегодня мы хотим почтить вас. Просто почтить, друзья. И Тревор и Шерон Бейкер, вы были в начале. Если Бог позволит, я завтра снова засвидетельствую о том, как я впервые встретился с тобой. Это смешная история. Кто не слышал историю, как я пришел в «Прими огонь»? О, большинство не слышали. Это будет завтра. Если Дэн позволит.
Господи, верую, помоги моему неверию. Друзья, я хотел бы, чтобы пригласить вас сюда. Джон, Дэн, Тревор, Шерон. Пожалуйста, просто выйдите сюда. Я хотел бы просто пригласить духовный совет. Духовный совет, как представители Украины здесь. Я знаю, что Гвен немножко нехорошо себя чувствует. Пусть Бог даст ей божественное исцеление. И мы хотим вручить просто символические сувениры вам. Нашу любовь из Украины. И почтить вас. Тревор. Джон. Как? Шерон. А можно просто попросить достать, что там есть? Ну, конфеты понятно. Но я хотел бы просто, чтобы вы открыли это тоже пророческий символизм. Хотя бы одну просто. Мужчина и женщина пусть что-то сделает. Откройте, помогите. Помогите, пожалуйста. Хорошо. Окей. Можно показать просто? Это просто пророчески. Это один из принтов, который говорит о том, что Иисус, Он лев и агнец. А вот, это невеста, translate, interpret, это невеста, встречающая своего жениха. И Кэрол точно такая же. И Кэрол точно, и Гвен точно такая же. Sweet. Конфеты sweet. От бывшего президента. Ладно. From the former president. Окей. Друзья, я хотел бы, чтобы мы сейчас просто протянули свои руки и благословили. Хорошо? И благословили. Подняли и благословили. Отец, мы просто благодарим Тебя за послушных сыновей и дочерей, которых Ты поднял в нациях, которые послушны Твоему Слову, приняли Твой огонь с небес и понесли в народы, понесли в нации. Мы принимаем их как Твоих посланников, как апостолов и пророков, как Твоих сыновей и дочерей. Мы принимаем их как Твоих слуг. Мы почитаем их, как если бы мы почитали Иисуса Христа. И мы просим Тебя, Отец, могущественно благослови. Могущественно благослови. И пусть приходит умножение для множества народов и наций. Умножение Твоей силы, умножение Твоего огня, умножение, Господь. Пусть ресурсы царства могущественно продвигают их жизни. Аминь. Больше, больше. Thank you very much.
Спасибо вам большое. Hallelujah, glory. Друзья, серьезно, нам нужно культивировать в наших нациях постсоветского пространства культуру почтения. Культуру почтения.